Приветствую, друзья, и добро пожаловать на мой канал Teacher from the Jungles, что в переводе «Учитель из джунглей». Соответственно, вещаю вам с острова Самуи. На фоне виднеется красивейший остров Коh Phangan. Но об этих островах я расскажу вам как-нибудь в других видео. Сегодня же я хотел бы поговорить о грамматике английского языка. В частности, о глаголе to be, что в переводе на русский «быть, являться». В русском языке мы его опускаем. Например, машина красная. Мы не говорим «машина есть красная». Но в английском в подобных ситуациях нужно будет использовать ту или иную форму глагола to be. Забегая немножко вперед, наверное, вы слышали, что в английском есть правильные и неправильные глаголы. И вот to be, он вот самый неправильный. На него влияет все. Число, единственное, множественное, лицо, я, ты, они, еще и время тоже. Прошедшее, настоящее, будущее. Но обо всем по порядку. Я собираюсь сейчас все зарисовывать. Рекомендую вам взять блокнот и ручку и фиксировать это в письменной форме. Это поможет вам запомнить эту тему лучше. Поехали! Первым делом поговорим о настоящем времени. Как рассказать о себе? В английском используется местоимение I. Я. И, соответственно, глагол to be меняется в am. I am. В краткой форме I'm. Так вы можете сказать свое имя, например. I'm Вася. My name is Vasya, and I live in Russia. Или свой возраст. I'm 24. Или ваш род деятельности. I'm an artist. Я художник. Whoa! I'm a painter! That is one kind of artist! Следующими у нас идут he, she, it. Он, она, оно. С ними всеми to be меняется в is. В краткой форме это будет his, she's, its. Примеры, кстати, здесь те же самые. Посмотрим. It's Вася. Это Вася. She's 24. Ей 24. He's an artist. Он художник. Но только с it's вы можете говорить о каких-то вещах. Например, it's a car. Это автомобиль. Плюс, немножко забегая вперед, it's используется для перевода без лишних предложений русского языка. Например, сейчас холодно. It's cold. Или сейчас темно. It's dark. Really can't But stay. baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. Кто у нас остался? Местоимение множественного числа. Вы, мы, они. Соответственно, you – это ты, вы. We – это мы. И they – это они. Со всеми ними to be превращается в are. В краткой форме это your, we're и their. Пробежимся по примерам. Первым делом всем известная песня группы Queen. We are the champions. Мы чемпионы. Обращаю внимание на окончание множественного числа champions. Так же, как и в русском, в английском можно использовать местоимение they, местоимение они с неодушевленными предметами. Например, я вижу кусты. I see bushes. Они зеленые. They are green. И вот мы подошли к местоимению you. Как вы помните, оно переводится в единственном числе как ты или вы, вежливая форма, либо во множественном числе вы, обращаясь к группе лиц. Так вот, хотите вы сказать человеку: ты
Замечательная личность, красавчик одним словом. Как же это будет на английском? You are a beautiful person. Человек один, соответственно, артикль единственного числа, не забываем. And I think you're a beautiful person. Но если вы обращаетесь к группе лиц, вы все красавчики здесь. Это будет You are beautiful people. Сейчас я хотел бы перейти к отрицательной форме глагола to be. Вернемся к местоимению я. Давайте подумаем, как сказать на английском «я турист». «Я» — это у нас I. Какая форма глагола to be используется с I? I am. И турист будет абсолютно так же. Tourist. Но не забываем про артикль единственного числа «a». I am a tourist. И как же теперь из этого слепить отрицательную форму? Очень просто. Добавляем отрицательную частицу not. I am not a tourist. И, конечно, I am можно сократить до I'm. I'm not a tourist. And I'm not a tourist. По тому же принципу работаем с местоимениями он и она. Как вы скажете? Он голоден или она голодна? He или she. Какая форма глагола to be? Is. Голоден — это у нас hungry. Соответственно, he или she is hungry. Соответственно, отрицание строится так же, как с I. Просто добавляем частичку not. He is not hungry. She is not hungry. Чтобы сократить she is, he is, his, she's. He's not hungry. She's not hungry. Because the lady is not hungry. Абсолютно та же история с местоимением it. Как пример. It's okay. Все в порядке. И отрицание в переводе не, это ненормально. It's not okay. It's not okay, dude. It's not okay for you to be silent when you see or hear someone being racist to me. But of course it's okay for you to step in. It's the right thing to do. Или чуть более замороченный пример. Представьте, что вы в ресторане, и вам приносят заказ, но это не ваш заказ. И вы говорите официанту: это не мой заказ. It's not what I ordered. It's not what I ordered. Oh, I'm not sure this is right actually. This is not what I ordered. Что у нас там с множественным числом? Абсолютно та же история. Давайте по примерам. Они добрые. They are kind. Как же будет? Они недобрые. Подскажите мне. Конечно, просто подставляем not. They are not kind. И в краткой форме будет they aren't kind. Кстати, что касается оставшихся местоимений мы, ты, вы, очень просто. Та же самая конструкция. We are not kind. You are not kind. Просто меняется местоимение, а все остальное остается тем же. Those aren't mountains. They're waves. И тут мы подошли к финальной части нашего урока. Построение вопросов с to be. Как сказать о себе? Я турист. I am a tourist. Как сделать из этого вопрос? Нужно вспомогательный глагол, в данном случае am, поставить начало предложения и не забыть про вопросительный знак в конце. Am I a tourist? Интонация идет вверх, потому что это вопрос. Абсолютно та же самая схема с he, she, it, только to be там изменится соответственно этим местоимениям. Взглянем на пример. He is tall, she is tall, it is tall.
Он высокий, она высокая, оно высокое. Дерево. Теперь давайте сделаем из этого повествовательного предложения вопрос. Помните, как мы спрашивали о себе? Брали вспомогательный глагол и перетаскивали его в начало предложения. Здесь делаем точно так же. Берем is и тащим начало. Соответственно, is it tall? И кто у нас остался? Ты, вы, мы, они. You, we, they. Помните слово из начала урока? Голоден. Как сказать? Ты голодный. Или мы голодны. Или вы голодны. You are hungry. We are hungry. They are hungry. Вы уже, наверное, догадались, как построить из этого вопрос. Берем вспомогательный глагол и тащим его в начало. Так это будет выглядеть. Are идет вперед и, соответственно, звучит как Are you hungry? You hungry? Huh? И немножко других примеров. Допустим, что-то случилось с человеком, упал, поскользнулся. Вы подбегаете, спрашиваете Are you alright? С тобой все в порядке? Вместо hungry или alright может быть какое угодно прилагательное. Например, happy. Are they happy? Плюс вы можете спросить у человека о его хобби. Например, Are you a football player? Ну вот, урок подошел к концу. Если вам нравится такой формат и вы почерпнули что-то новое, ставьте лайк. Буду рад конструктивной критике в комментариях. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!